29 ноября 2004 года в Верховном суде Татарстана началось рассмотрение уголовного дела, практически не имевшего аналогов в отечественной юридической практике. 33 подсудимых, обвиняемых в 21 убийстве, похищении людей, грабежах и разбоях, 5 государственных обвинителей, 30 адвокатов, 14 присяжных, 60 потерпевших, готовых дать показания, и почти 400 свидетелей. Судебный процесс в Казани собрал причастных к деятельности крупнейшей преступной группировки из города Набережные Челны. Почти 10 лет разветвленная бандитская сеть, базировавшаяся в родном городе и создавшая филиалы в Москве и Одессе, орудовала на территории Татарстана, Удмуртии, Украины. В постоянном страхе смерти многие годы пребывали не только многочисленные предприниматели, работники государственных структур, члены враждующих группировок, но даже собственные бойцы. В начале нового 21 века аббревиатура ОПГ, организованная преступная группировка, уступила место новому названию – ОПС, организованное преступное сообщество. Масштаб деятельности выявленных в России криминальных объединений, их численность, сфера влияния, формы организации, уровень финансирования – все это заставляло говорить о бандитском сообществе, выступающем альтернативой официальной власти. Целый ряд дел, призванных размотать запутанный клубок преступных связей огромного числа бандитов, действующих слаженно и планомерно, дожидался своей очереди. Суд, начавшийся осенью 2004-го, стал первым боем в крупномасштабной войне, объявленной государством криминальному беспределу. Преступное сообщество, большинство членов которого оказалось на скамье подсудимых, было известно в республике и далеко за ее пределами под названием «29-й комплекс». Странное для непривычного уха название банды «29-й комплекс» имело вполне обыденное объяснение, берущее свое начало в истории строительства набережных Челнов. В 1978 году в Москве в Центральном институте строительства жилья СССР был разработан генеральный план нового города на Каме, согласно которому он делился на так называемые строительные номера, комплексы. По мере строительства нового микрорайона, отделенного от других магистральными улицами и проспектами со всех 4 сторон, он получал числовое название, которое становилось официальным почтовым адресом. Челнинцы, в отличие от жителей других городов России, редко называли места своего проживания по названию улиц. Они были, скажем так, обозначены по комплексам, как у нас называется, хотя по-русски правильно будет сказать комплексом, как раз в те времена, во времена строительства КАМАЗа. Именно КАМАЗу обязаны набережные Челны своим бурным развитием. В начале 70-х страна остро нуждалась в мощных грузовиках. Поэтому по воле КПСС на всесоюзную ударную стройку, призванную осуществить прорыв в этой сфере отечественного автомобилестроения, хлынул поток комсомольцев-добровольцев. Но первопроходцами суждено было стать не только им. В то время на стройку КАМАЗа приезжали люди не только комсомольцы-энтузиасты, но и всякого рода люди, которым работа на КАМАЗе была назначена в качестве наказания в виде химии, так называемой. Мошенники, авантюристы всякие. Химики, стройбатовцы, искатели приключений, комсомольцы-добровольцы и опытные специалисты. Столь разношерстное общество было нормой для большинства ударных объектов той эпохи. Но в набережных Челнах сразу же возникла такая криминогенная обстановка, что милиция могла справиться со своими обязанностями далеко не всегда. Поэтому практически в одно время с возведением первых объектов КАМАЗа в городе вынуждены были организовать так называемую «боевую комсомольскую дружину». Ее наряды патрулировали улицы, проверяли общежития, дежурили в общественных местах.
Но и этого, особенно на первых порах, бывало недостаточно, чтобы сохранить спокойствие и порядок. Вместе с тем, с течением времени, грани между различными социальными группами постепенно стирались. Рабочими КАМАЗа стали как многие строители-добровольцы, так и те, чьи уголовные сроки были исчерпаны. Дети непосредственно вот этих вот, скажем, людей, которые не дружили с законом изначально, так и дети простых людей, которые здесь работали на стройке КАМАЗа, общаясь вот с такого рода людьми, они стали обретать привычки, связанные непосредственно с криминальным поведением. И в то время, как раз вот где-то ближе к началу 80-х годов, потихоньку начали зарождаться уличные группировки. Уличное братство складывалось по законам жизни. Совместная учеба в школе, тесные связи с соседями, общие заботы у старших, общий досуг у молодежи. Многочисленные подпольные качалки, повсюду расплодившиеся в конце 80-х, укрепили новое поколение во мнении, что их право на территорию, где прошло детство, вполне законно. Подростковые группы, которые, да, больше всего, как раньше это у нас называлось, делят асфальт или землю делят, дерутся там из-за того, что ты не туда пришел, ты не так со мной говорил, ты вот обидел тут нашего там или кого-то, и начинаются вот эти разборки. Вход в комплекс был, понятное дело, свободным, а вот выход требовал навыка. Ведь чужак, забредший на территорию, давал хозяевам не только шанс продемонстрировать физическую силу и крепость пацанской дружбы, но и реальную возможность разжиться дефицитными кроссовками или модной олимпийкой. Избежать неприятностей мог только правильный ответ на прямой вопрос хозяев «Кого знаешь?». Если же он никого не знал, случайно забрел, попал, что называется, под раздачу, то его могли избить, снять все, значит, ценное с него и полуголым отпустить домой. Если он еще уходил домой на своих ногах, то его увозили в больницу. Грабежи, разбои, вымогательства становились постоянным поводом для серьезных выяснений отношений между группировками сопредельных комплексов. Конфликты нередко выливались в массовые драки с применением холодного оружия. В дело шли ножи, заточки, палки, монтировки, цепи, камни. Все, что попадалось под руку, когда не хватало того, что готовилось заранее. После таких побоищ случалось, что несколько десятков человек оказывались на больничных койках. Что касается группировки 29-й комплекс, она себя в то время проявила как одна из самых наиболее сплоченных, наиболее спортивных, подготовленных группировок. В то время ей руководил Сафин Мансур. Мансур Сафин с друзьями сплотил вокруг себя однокашников из 15-й школы. Правда, не всех. Слабым и беззащитным отводилась роль чертей, с которых сафинские пацаны регулярно собирали дань. Каждый приличный качок должен был иметь своих чертей и регулярно вносить в общак установленную старшими сумму. Общак не гнушался и 3 рублями со школяров. Это было не столько материальной необходимостью, сколько играло воспитательную роль. Молодежь приучалась делиться и, становясь на ноги, исправно вносила в общак часть наворованного, отобранного, а позднее и полученного с крышевавшихся предприятий. Но группу объединяла не только общая казна, на которую всегда можно было положиться, если замели в милицию, если нужны передачи на зону или необходим адвокат. Еще из школьной секции бокса 29-ники вынесли свое стремление к физической выносливости. Она ковалась в тренажерных залах, на занятиях атлетической гимнастикой, в секции рукопашного боя. И практически с начала образования внутри группировки были приняты принципы, которыми могла похвастать далеко не всякая молодежная компания. Запрет на наркотики и сведение до минимума употребления спиртного. 29-ники объединялись за идею. Идея, впрочем, была весьма проста. Лидерство. Лидерство, значит, установили полное. Но, значит, раз это преступная группа, они, естественно, совершали преступления, за которые их привлекали к уголовной ответственности. Районные суды набережных Челнов не раз выносили приговоры участникам массовых драк и индивидуальных разбоев. Уже с конца 80-х в этих приговорах фиксировался установленный судом факт. Действия подсудимых и других лиц были заранее спланированной акцией мести подростков 29-го комплекса в отношении подростков из другого микрорайона. Эта группировка, в конце концов, подмяла под себя и множество других, более мелких групп,
формировавшись уже к середине 90-х годов в огромное преступное сообщество. По разным подсчетам, эта группа насчитывала свыше 1000 человек. Не избежал уголовного наказания с реальным сроком и Мансур Сафин. Отсидка стоила ему завоеванного лидерства. За время отсутствия Сафина на первые роли в группе вышли новые люди, а основной фигурой стал некто Адыган Саляхов. Алик, или Большой, как звали его в разных бригадах, был несколько старше основного состава группировки. Он вошел в нее почти 25-летним. В свое время этого здорового под 1,90 м сильного парня привел к пацанам никто иной, как Сафин. И с самого начала всем им было ясно, что Алик может расправиться с любыми своими врагами даже в одиночку. Почему он стал руководителем? Это объясняется просто, это личностными характеристиками самого Саляхова. Ну, во-первых, он человек достаточно жесткий по характеру, твердый по характеру, умный, в чем ему нельзя отказать, и человек твердый в своих решениях. То есть лидерство в группировке на тот момент он добивался буквально кулаками. После освобождения формальный лидер группировки Сафин оказался на вторых ролях. А потеряв корону, вскоре он лишился и головы. Сафин Мансур был убит в городе Набережные Челны выстрелом из автомата в своем строящемся коттедже. Через несколько лет это убийство предъявили Саляхову в числе целого ряда тяжких преступлений, целью которых являлись власть и деньги. А тогда Алик добился своего. Стал единоличным правителем преступного сообщества. Главарем он был беспощадным и скорым на расправу, независимо от того, кто вызывал его неудовольствие, чужие или свои. Одного косого взгляда в сторону Большого хватало, чтобы оказаться на больничной койке. При этом никакой следователь не мог заставить жертву назвать имя Саляхова. В протоколы неизменно вносилась фраза о неизвестных лицах, избивших потерпевшего на остановке общественного транспорта. Другой ответ стоил бы избитому жизни. При этом Большой редко действовал сам. Отработав в первые годы завоевания власти приемы карате на подельниках, в дальнейшем он уже просто отдавал приказы. Они уже давно, многие, настолько ушлы в этих вещах, что редко совершают преступления своими руками, а для этого у них хватает, скажем, ну как, все по-разному называют. Кто где-то называет пехоты, там кто-то называет шестерками, кто-то их там еще как угодно называет. Да? Есть чьими руками делать открытые криминальные преступления. Это разделение функций к началу 90-х годов стало одним из принципов построения группировки 29-й комплекс, интересы которой распространялись в нескольких направлениях. Подмяв под себя существующие в набережных Челнах банды, 29-ники установили полный контроль над проститутками, наркоторговцами, сферами продаж автозапчастей, обмена валюты, автомобильными парковками, ночными клубами, всеми видами рыночной торговли. В то время уже было практически каждому, я думаю, гражданину, который уже находится в сознательном возрасте, известно было, что 29-ники крышуют автозаводский рынок. Коммерсанты с автозаводского рынка время от времени пытались противостоять ракетирам, как правило, безуспешно. Но очередной такой эпизод положил начало новому этапу бандитской экспансии. Это случилось, когда один из предпринимателей сумел собрать крепкую команду, которая физически препятствовала сборщикам податей. Охраняя территорию рынка, просто не подпускала их к продавцам. Но перевес оказался не на стороне честных торговцев. Чтобы воевать с 29-никами на всех фронтах, у них не хватило ни сил, ни возможностей. Бандиты же, установив связи во властных и правоохранительных структурах, из крышевателей рынка превратились в его владельцев, став таким образом законными ракетирами. Но это было только начало. Они достаточно успешно, скажем так, внедрились в систему сбыта КАМАЗа и имели определенный куш с продажи каждого КАМАЗа с территории. То есть, проще говоря, когда человек приезжал с другого региона, пытался купить или один КАМАЗ, или партию КАМАЗа, естественно, им говорили, что вы договоритесь с ребятами с 29-го комплекса, а потом уже будете подходить к нам. Финансовая база 29-ников укреплялась день ото дня. Мощные денежные потоки пошли не только от криминального бизнеса, но и от легальной коммерции. За каждым направлением деятельности закреплялись старшие, смотрящие, бригадиры.
Структура преступного сообщества всегда отличалась четкой иерархией и строгими правилами разделения власти и не была закостеневшей. Быстро меняющиеся условия жизни вынуждали бандитов принимать и новые управленческие решения. Они создали так называемую тройку, и, в принципе, все решения принимали коллегиально. Это люди, которые завоевали огромный авторитет в преступном мире. Их знали везде, знали преступные группировки по всей России. В знаменитую тройку, помимо Саляхова, вошли некто Юрий Еременко по прозвищу Ерема и Александр Власов по кличке Шурин. Ежемесячный доход их фирм, которые торговали КАМАЗами, алкоголем, осуществляли бартерные сделки, составлял сотни тысяч долларов. Но амбиции бандитских лидеров требовали большего. Значит, ими были приняты меры к захвату, так уж если проще сказать, Елабужского мясокомбината, достаточно крупного предприятия. Были приняты меры к поставлению под свой контроль крупных, опять же, связанных с этим Елабужским комбинатом, животноводческих комплексов в Удмуртии. То есть планировалось создать мощную инфраструктуру, которая бы работала на бандитский общак. Вместе с тем Власов съездил в Москву на разведку и вернулся оттуда полный самых многообещающих планов. И в конце 93-го года Алик, Ерема и Шурин решили перебраться в столицу. При этом члены тройки четко понимали, что завоевывать там место под солнцем не так-то просто. Поэтому часть старших и немалый отряд боевиков забрали с собой. Смотрящим же в Челнах остался некто Рузаль Асадуллин, имевший к тому времени собственную бригаду, которая носила имя своего главаря – бригада Рузалика. Асадуллин собирал с подконтрольных предприятий деньги и каждый месяц отправлял в Первопрестольную Саляхову. Суммы набирались приличные. Только в течение следующего года Алику переправили около миллиарда рублей. Деньги перевозили просто в мешках, подъезжая к трапу самолета на автомобиле. На них Алик со товарищи приобрели в Москве жилье, коммерческую недвижимость и запустили щупальца в легальный бизнес, вложив средства в несколько коммерческих фирм. При этом главным их детищем стало так называемое охранное предприятие «Барс». Вот эти лидеры преступного сообщества в Москве организовали частное охранное предприятие, занимая особняк в центре Москвы. Это позволяло им легально выезжать по всей России, имея при себе огнестрельное оружие, имея лицензию охранника, легально перевозить, пользоваться. Барс активно нанимал на работу бывших сотрудников милиции, ФСБ, других силовых структур и специальных служб. Фирма действительно предоставляла услуги, указанные в официальном сертификате. Но очень скоро под вооруженной охраной казанских, так в столице называли выходцев из любой криминальной группировки Татарстана, стали проходить и знаменитые московские бандитские стрелки. Налаживались связи московских охранников и с другими городами, вплоть до сопредельных государств. Так новый 1994 год решено было встретить в Одессе. Свыше сотни тысяч долларов потратил Саляхов на праздник, устроенный в тамошнем ресторане «Астория» для старших с их женами и подругами. К концу 90-х авторитет Большого стал непререкаем. Все знали, если он прикажет любому 29-нику убить своего лучшего друга, тот не задумается. Для Еремы и Шурина это означало фактическое снижение положения, хотя их официальный статус повысился. Теперь Челнинская троица представляла собой закрытое акционерное общество «Акбарс Холдинг». К тому времени она уже захватила не одно крупное предприятие. Елабужский мясокомбинат «Модуль», Ижевский свинокомплекс «Восточный», подбиралась к Бугульминскому мясокомбинату. На мясе у холдинга сидела особая фигура – Сергей Петрович Миронов. Его связи и махинаторские способности открыли челнинской мафии дорогу в Сбербанк России, а тот открыл лжепредпринимателям кредит. Ни много ни мало 60 миллионов рублей. Те деньги, 60 миллионов, которые были получены в Сбербанке, практически были распределены между руководителями ЗАО «Акбарс Холдинга». То есть это лидер преступной группировки Саляхов Адыган Автанович, Миронов Сергей Петрович, Власов и Еременко. То есть вот 4 человека, 60 миллионов они распределили между собой. Сидевший в набережных Челнах Асадуллин по-прежнему правил тамошним криминальным миром. Он с завидной регулярностью поставлял деньги в Москву, хотя уже и не придерживался жестких правил, установленных Саляховым. Рузалик стал пить, употреблять наркотики, позволяя подобные слабости и своим подчиненным.
Это не могло не привести к крупному проколу. Однажды, находясь в состоянии легкой эйфории, челнинский смотрящий устроил банальную драку в баре, после чего его, управлявшего многомиллионными доходами клана, отправили в зону за хулиганство. Асадуллин был осужден. Вместо него поставил Саляхов как бы своего дальнего родственника, вот этого Валеева Рамушкина. Рамиль Валеев по кличке Рамушкин, четко проинструктированный Саляховым, сразу же произвел чистку в рядах 29-ников. Он отстранил отдел и общака всех, склонившихся к пьянству и употреблению наркотиков в период правления Асадуллина. Рамушкин настолько крепко взял криминальную власть в городе в свои руки, что под его крыло потянулись не только целые бригады из других комплексов, но и вполне законопослушные молодые люди. И новый смотрящий знал, что они ему пригодятся. Подтянул к себе более-менее таких, как бы сказать, здравомыслящих ребят, которые хотели просто заниматься легальным даже бизнесом, может быть, как бы не совсем как бы легальным, но в принципе бизнесом, зарабатывание денег там на купле-продаже, еще как-то там. Главной задачей Валиева оставался общак. Тем более, что кроме регулярных мешков для Москвы, ему пришлось собирать и приличные суммы на поддержку Рузалика, томящегося за решеткой. Бывший челнинский лидер не без оснований рассчитывал на подмогу, но ждал не только материального проявления верности. И, видимо, поэтому заподозрил неладное, когда в день своего освобождения, 10 мая 2001 года, не увидел перед воротами зоны ни одного встречающего. Освободившийся лидер набережной ОПС, это значит Асадуллин, фактически отстраненный главным лидером группировки Саляховым от руководства, то есть от денежных потоков, от как бы влияния на других членов ОПС, то есть практически стал никем. Рузалик обиделся. Причем не столько на Валиева, сколько на Саляхова, потому что понимал, что музыку в Челнах заказывал московский царь. А царь, меж тем, не упускал случая продемонстрировать свою силу и власть. Но при этом явно терял чувство реальности. Так, в одном из московских ресторанов Алик на глазах изумленной публики выстрелил в голову высокому военному чину, затеявшему с ним спор. Отдувался за этот выстрел весь 29-й комплекс. Пришлось собирать кругленькую сумму. И уголовное дело не завели, что, в свою очередь, прибавило Алику авторитета. Но чем сильнее становился Большой, тем слабее была власть его замов. Наконец, в знаменитой «тройке» произошел раскол. Еременко и Власов объединились против Саляхова. И они приняли решение такое, что вот Саляхов слишком взорвался. Практически все денежные потоки, которые поступали ему, он практически использовал его в личных целях. То есть на поддержание, там, скажем, группировки он практически ничего не делал. И они его решили просто устранить. Избавиться от Алика его приближенные решили руками обиженного им Асадуллина. Рузалик тем временем собирал свое воинство из челнинцев, недовольных новыми порядками, которые установил Валиев. Сидевшие же в Москве Ерема и Шурин повели двойную игру. Якобы выполняя указания Саляхова, они вплотную занялись разрушением его обороны, став, по сути дела, информаторами Рузалика. Нарыв зрел стремительно и лопнул на исходе лета 2001 года. Около 10 часов 40 минут возле дома 4508 был единым выстрелом, единственным выстрелом из автомата АКС был застрелен один из лидеров группировки Валеев Рамиль по прозвищу Рамушкин. 30 августа Республика Татарстан отмечала праздник – День суверенитета. А работники милиции и прокуратуры приступили к одному из самых масштабных расследований деятельности организованного преступного сообщества. Им предстояли дни и ночи труда, воплотившегося в 250 томах уголовного дела, за каждым эпизодом которого стояли страх, алчность, подлость, предательство и смерть.